Сегодня пришли хорошие новости. Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено, с чем я всех нас и поздравляю. Принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятие с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. И здесь нужно понимать две важные вещи. Первое. Я прошу вас запомнить эту историю. И когда кто-то будет вам говорить, что все решено, что нет никакого смысла бороться, что на улицу нельзя выходить, будет вам рассказывать всякую херню про Майдан, не верьте и не слушайте этих людей. Отстаивать свои права, отбивать беспредел можно и обязательно нужно. Уверен, что Ивану удалось освободить только благодаря всеобщей поддержке, благодаря тому, что все об этом писали, что люди выходили на одиночные пикеты, не молчали, не боялись и говорили об этом. Второй очень важный момент. Сегодня в России в тюрьме находится более 100 тысяч человек по так называемым наркотическим статьям. Самая знаменитая из которых это 228-я, ее называют еще народной. Народной ее называют не просто так. Сколько из этих людей оказались за решеткой за настоящие преступления, а сколько благодаря особому сервису служителей закона? Вопрос сегодня открытый. К сожалению, МВД не ведет подобную статистику, но есть достаточно другой красноречивой статистики, которая показывает, что сегодня происходит в России. Наконец 2018 года в российских тюрьмах отбывали наказание 470 тысяч человек. Количество заключенных в России снижается последние годы. Например, 5 лет назад, в 2013 году, в разного рода тюремных заведениях находилось 588 тысяч человек на 100 тысяч человек больше. За последние 12 лет причины, по которым люди попадают в тюрьму, существенно изменились. Например, количество осужденных за изнасилование снизилось в 2 раза, за вымогательство в 3 раза, за хулиганство в 20 раз. Зато постоянно растет количество осужденных за наркотики. Например, в 2006 году их было всего 65 тысяч, а в 2018 уже больше, чем в 2 раза больше, 136 тысяч. Здесь есть несколько причин. Первая причина, что, возможно, в России действительно ухудшается ситуация с распространением и потреблением наркотиков. Наверное, может быть, это так и есть, да, может быть, у нас органы начали лучше работать. Но есть и вторая причина. Второй причиной роста числа уголовных дел по наркотикам называют то, что правоохранительным органам стало очень удобно и безопасно их заводить. Здесь все просто, да, есть наркотик, есть там какой-то непонятный барыга, есть там, скорее всего, добровольное признание, все просто. Общество не любит наркоманов, общество не любит вдаваться в детали каждого случая, именно поэтому такие статьи и заводят. Завтра могут принять вашего соседа, вашего коллегу по работе, и вы, скорее всего, подумаете: ничего себе, а я и не знал, что у него наркотики. А может быть и правда. А почему нет? Ведь у каждого человека могут быть наркотики, да? С травой особенно, там, да, какие-то легкие наркотики. Ай-яй-яй, не повезло человеку, да, просто вот попался полицейский, что ж поделать, да, вот ничего не поделаешь. Именно поэтому эти статьи используют. И есть еще одна интересная статистика, которая хорошо показывает, что многие дела фальсифицируются. Посмотрите, пожалуйста, на эти 3 графика, они показывают количество задержаний и дозу, с которой ловят людей, по которым потом заводят дела. Первый график он по марихуане, и он хорошо показывает, что большинство задержанных имело ровно тот размер наркотика, то количество наркотика, которое позволяло возбудить уголовную статью. Значительный размер. Давайте мы на секундочку представим, что все задержанные по вот этой статье с марихуаной, что они все наркоманы. Вы думаете, люди, кто сносит этот наркотик, например, с собой для личных целей, еще для чего-то, они такие дураки, и они берут ровно столько, чтобы можно было составить на них уголовную статью. Еще раз посмотрите на этот график, да? Вот прямо статистика в огромный столбик показывает ровно то количество, которое нужно, чтобы человека осудить. А дальше потом все спадает, да, и до этого почти нет ничего. Не попадаются полицейским люди с тем количеством, которое недостаточно для уголовного дела. Удивительный график, да? И второй график, то же самое по героину. По героину здесь ситуация еще интереснее, потому что, героин все-таки не так просто, видимо, сотрудникам полиции достать, чтобы подкинуть, да, поэтому тут 2 всплеска. Тут, скорее всего, если уж особо крупный размер, потому что особо крупный размер по героину начинается 2,5 грамма. И тут есть второй всплеск, да, когда человек нужно закрыть от 3 до 10 лет. Да, у нас появляется второй всплеск, и случайно вот у человека сразу оказывается на особо крупный размер. Или на значительный. Да, вот, а до этого почти
не оказывается. Эти два графика, они показывают, что людям подбрасывают наркотики. Людям подбрасывают наркотики, и это может коснуться каждого. Если вы погуглите в интернете, вы найдете массу историй, когда были осуждены, в том числе и полицейские. Это ж не первая история. Когда пытались подбросить наркотики, когда угрожали, что подбросить наркотики. Это, кстати, самая частая угроза со стороны полиции, когда вас останавливают и вам говорят: если ты не сделаешь, что нам нужно, если ты сейчас будешь сопротивляться, если ты будешь сейчас что-то качать свои права, мы сейчас у тебя наркотики найдем, пакетик, да, там несколько грамм марихуаны и все. Или несколько грамм героина, и все, мы найдем у тебя пакетик, и ты ничего не сделаешь, ты ничего не докажешь. И все понимают. Ивану Голунову за его деятельность подбросили наркотики. Их подбросили не просто так, их подбросили, потому что сегодня это самый простой способ наказать человека и сделать статистику. И дело Ивана Голунова, оно касается каждого из нас. История с Иваном Голуновым показывает, что с беспределом можно и нужно бороться. Что все можно поменять, что не бывает безвыходных ситуаций. История с Иваном Голуновым должна стать отправной точкой для реформирования системы, которая сегодня может сожрать каждого из нас. Берегите себя и никогда не проходите мимо беспредела.